Так, я же опять забыл. Давно я эфиры не проводил. Забыл присоединить выносной микрофон. Сейчас начнем. Меня зовут Александр, мы в Анапе. Секундочку, подождите, друзья мои. Сейчас все будет. Так. Не беспокойтесь. Так, включаю. Оп. И вешаю микрофончик сюда. Вот, друзья мои, вот такие дела. Сегодня чудесная погода, просто замечательная погода. Сегодня 14 декабря 2021 года. И я сегодня вышел на прогулку, вернее, выехал. Вот мой велик стоит. И солнце, дюны. Нет ветра, это просто идеальное состояние погоды для того, чтобы отдохнуть, насладиться морем, солнцем, песками и пообщаться, конечно, с вами, друзья мои. И сейчас я это буду делать. Для начала мы посмотрим на место, которое я здесь нашел. И сейчас вы увидите, что я тут очень хорошо устроился. Смотрите, я нашел лежак, правда он без вот этой вот откидной спинки, изголовья, то есть на нем нельзя так сидеть, я бы тут вообще как король был. Но то, что вот не на песке сидеть, не на бревне, а это уже какая-то цивилизация, это очень здорово. Вот, это мой велосипед. И вообще это мое излюбленное место, где я люблю бывать. Вот такой вот язычок песка, смотрите, вот он весь здесь. О, какой обширный. Там, значит, дикие, так скажем, поля, заросли дикой маслины, красные крыши центра медицинского София. Я здесь прибрался, потому что мусор был, вот я мусор вот пока сюда временно поставил, вот видите, ведро там нашел, вот, и весь мусор собрал с этого пятачка, а лежак я нашел вот там, он валялся, и я его притащил, и вот видите, вот следы от этого лежака, и вот он, вот там я приехал, и сейчас я там обосновался. Сегодня, друзья мои, теплынь. Сегодня теплынь, я даже не знаю, я никогда не смотрю, сколько там градусов. Мне это не интересно бегать с термометрами, просто тепло, и я вот снял футболку, снял, значит, свою эту куртку и повесил ее на руль, и, в общем-то, все хорошо. Вот. Снимал я сегодня сюжеты. Вот на этот вот фотоаппарат, вот он так выглядит, этот, значит, фотоаппарат. Panasonic DMC TZ18. Стразики такие на нем, знаете, потому что я его с рук брал, и до меня им владела девушка. Вот она налепила стразики такие, ну, пусть будут. Девушка хорошая была, она и сейчас есть. Слава богу, дай ей бог здоровья. Так, и я сижу, смотрю на море. Все хорошо. Вот, и расскажу немножко о своем житие-бытие. Ну, я приехал в Анапу в 2014 году, из Забайкалья перебрался. В Забайкалье я служил в системе
Уфин, в той системе, которую сейчас ругают, но я горжусь, что я там служил, потому что я работал в период реформирования этой системы. И именно тогда, когда я служил, был принят Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, новый кодекс, который ориентировался на западные образцы, который устанавливал стандарты, минимальные стандарты, которые были приняты в отношении заключенных во всем мире, ну, по крайней мере, в европейских странах и в США. И, конечно, он был прогрессивным, и я работал в газете «Резонанс», я был главным редактором газеты «Резонанс». Слово такое вроде бы, ну, несколько непонятное, почему вдруг зона и резонанс. А вот как раз и понятно, потому что, смотрите, зона, НЦ, резонанс. То есть в этом названии была зашифрована зона. И на логотипе нашей газеты мы графически как раз это слово выделяли. И очень было все хорошо. Вот. Плюс еще и само слово, оно как-то как будто бы режет, да, резонанс, вот, по-живому. Вот, потому что жизнь в колониях, она очень такая непростая, и мы ее как раз вот показывали, как там люди живут, как они там перевоспитываются, как их перевоспитывают. Ну, конечно, каждый человек сам себя должен перевоспитывать, это мы знаем еще из романа Тургенева «Отцы и дети». Вот, поэтому сколько не перевоспитывай, не перевоспитаешь, пока человек сам не скажет своему криминальному прошлому «нет» и возьмется за ум. И, в общем-то, мы вот с такими людьми и работали, которые, как, если выражаться казенным языком, встали на путь исправления. Вот. Но это вот такая моя история. И когда я вышел в отставку в чине, вернее, в звании подполковника внутренней службы, я решил вместе со своей женой, конечно, и мы переехали в Анапу. Почему в Анапу? Потому что мы до этого несколько лет подряд здесь отдыхали, приезжали с семьей, у нас 2 дочки. А когда я вышел в отставку, понятно, что доходы наши резко сократились, а отдыхать-то потребность никуда не пропала. И понятно, что единственным выходом, чтобы как-то получать заряд энергии вот этой постоянно, который на море получаешь от солнца, от природы, от воздуха, вот. Ну, решили переехать. Вот. Тем более цены в Анапе на квартиры были точно такие же, как в Чите, где мы жили. И я очень удивлялся. Мы как раз в самой Чите, когда жили, уже задумывались как-то немножечко улучшить свои жилищные условия. Когда стали подыскивать квартиры, увидели, что стоимость квартир в Чите и стоимость квартир в Анапе, а Анапа это море, это курорт, одинаковая. И мы так вот и сделали. Зачем же, как говорится, жить в Чите, если есть возможность переехать в курортный город? И мы переехали. Вот. И я потом рассказывал своим зрителям, я с чего канал-то начал в 2015 году, ну, я его стал монетизировать, а с 2014 года я, как приехали, стал рассказывать, как мы живем, как мы обустроились. Это все сейчас есть на моем канале, вы можете все эти мои первые видео посмотреть, как я ходил с разинутым ртом и восторгался Анапой. Вот. И я советовал своим друзьям, родственникам, знакомым, вообще всем подписчикам переезжать, бросать свои хабаровские, иркутские, якутские и прочие там Камчатки и переезжать в Анапу. И многие переехали. Ну, к сожалению, не мои родственники, не мои друзья, а совершенно посторонние люди, но которые смотрели мой канал, и я потом их и до сих пор я их здесь в Анапе встречаю, они говорят: здравствуйте, а мы переехали по вашему совету, спасибо вам большое, мы нисколько не пожалели. Вот. И в нашем доме, в Тургеневском квартале, который я, кстати, показывал тоже, как дом строился, как мы туда ходили, потом как делали ремонт, все показывал, вплоть до калькуляции цен на ремонт. Вот. Все это есть на моем канале, поэтому сейчас мы живем в Анапе. И я не жалею, хотя я, конечно, Анапу сейчас критикую, постоянно критикую, потому что все-таки
жизнь движется вперед, и Анапа очень отстает от зарубежных курортных, да и простых городов в плане благоустройства, в плане организации дорожного движения, в плане доступной среды для людей. Вот. Сейчас Анапа идет путем ошибочным, она развивает автомобильную сеть и весь комфорт делает для автомобилистов. Вот недавно у нас здесь мост построили, не мост, а пешеходный переход надземный. Это уже вчерашний день, в мире от них отказываются, а у нас только-только вот все это начинается. Говорят, первый надземный переход в Анапе. Уря, уря. Да это позор, конечно, для Анапы. И поэтому я не стесняюсь об этом заявлять, критиковать, хотя сам живу в Анапе и очень люблю этот город, очень люблю море. Но, тем не менее, не перестаю и делать какие-то вот у меня, видите, вот у меня слово паразит, надо от него избавляться. Как бы мне такой вот приборчик изобрести, что когда говоришь, вот, и электрический заряд меня будет так вот немножечко так скажем, тюкать. Вот, ну ладно. И сейчас я нахожусь, друзья мои, в дюнах. Это место очень хорошее, я сюда люблю ездить, и летом я сюда приезжаю только сюда. Даже когда большой наплыв отдыхающих в Анапе, здесь, как правило, мало народа. И я здесь провожу свои трансляции. В этом году, правда, я был разочарован этим местом, потому что в этом году вообще было все сикость-накость, потому что и сначала море было холодное, потом дожди пошли, потопы. И поэтому вот 20-й год, когда пандемия была, и 21-й, они не очень-то как-то выпадают из общего ряда лет и наблюдений, которые я здесь уже веду на протяжении 7 лет. Ну да ладно, все равно место хорошее, и сюда я люблю приезжать, а сейчас здесь практически никого нет, пляж пустой. Вот я сейчас немножечко туда пройду и покажу вам. Хотя тоже при мэрии Полякове все пляжное оборудование было убрано с пляжей. И это было здорово. А вот при мэрии Швеце пляжное оборудование, тут даже ничего не видно. Сегодня, видите, солнце, все оно слепит. Вот, я сейчас вот пройду в дюны. Заберусь вот на эту в самую высокую точку, здесь вот поближе. Дюны, вы знаете, это самое большое богатство Анапы. Вот смотрите, вот это вот сделала природа, вот так вот вырезала. Я сначала думал, может быть, творение рук человека. Нет, это вот ветра. Вот так вот они вырезали. Из песка вот такую конструкцию, скульптуру. Вот, и я сейчас вот захожу на эту высшую точку. Вот как раз здесь видны навесы пляжа Кристалл Уют. А летом здесь, вот в этом месте, здесь располагается пляж центра медицинского София, там Приазовец. Вот эти вот остатки пляжа, не остатки, это, в общем-то, вообще вся инфраструктура. Там и навесы, там и всякие бытовые помещения, и столбы освещения. И я там ходил, и вот в последнее время там тоже и лежаки валялись, и
Швабра даже кто-то, видимо, достал откуда-то, и швабра валялась. В общем, все это вот так вот брошено. Никакой охраны нету. Ну и вот не убрали. Люди сегодня прогуливаются. Один мужчина вот Так, у него металлоискатель есть или нет? Да, у него, по-моему, металлоискатель, и он вот там что-то ищет. Такие любители у нас есть. Вот он, в такой вот яркой куртке. Так, что здесь еще примечательного? Ну, народу, я скажу, немного, потому что, видимо, сегодня рабочий день, вторник, да, и я сейчас опять этим же путем пройду назад. Вот они, дюны, дюны, дюны наши, дюны. И иду на свой лежак. Да, не буду я по песку, чтобы не нагрести в кроссовки. И вот мое место, друзья мои. К нему приближаюсь. Велосипед. Так. И сейчас я сажусь, вернее, сел уже на свой лежачок, устанавливаю камеру. Вот так. Ветерок подул, и я пойду сейчас надену одежду какую-нибудь. Вот так, друзья мои, я провожу свою трансляцию. Вот у меня стоит на моноподе мой смартфон. И сегодня у меня здесь такое замечательное место получилось. Одно удовольствие проводить трансляцию, общаться со своими подписчиками. Ну, пишите, не слышно вас, но сейчас-то, я надеюсь, слышно. Просто никого не было, поэтому я и особо на звук не обращал внимания. Сейчас, да, Анастасия, здравствуйте. Очень приятно, что вы смотрите мой канал.
Я сейчас нахожусь в дюнах, недалеко от пляжа Кристалл Уют. Сегодня хорошая погода, солнечно, море относительно такое спокойное, хотя, конечно, слышится шум прибоя и такое небольшое волнение, но это... Ветра вообще не было, когда я сюда приехал. Сейчас немножко ветерок подул, сразу стало немножко так прохладнее. Я надел, как он назвать-то, джемпер. Спасибо, друзья мои, за лайки. Ну, рассказывайте, ой, вернее, не рассказывайте, а спрашивайте, что вам интересно. Я сейчас читаю вот чаты, поэтому могу отвечать на любой вопрос. Я прямо сейчас вот весь внимание. Здравствуйте, друзья! Это Анапа, это я говорю для тех, кто сейчас только присоединился. Это не телефон, а трансляция. Да, это трансляция на телефон. Это трансляция на телефон, друзья мои. Абсолютно верно. Нахожусь я в дюнах. В общем-то, можно сказать, для привязки к местности, это пляж медицинского центра София. Ну, а если брать вот Пионерский проспект, то это дельфинарий и вот как раз поворот, где к морю, напротив дельфинария. Хорошая погода сегодня. У нас снег, очень красиво сегодня. Да, снег это замечательно. Снег это замечательно. В Анапе тоже бывает снег. И бывают такие снегопады. Конечно, это ненадолго. Буквально на следующий день все превращается в жижу, в грязь. Но понаслаждаться можно. И я такие моменты ловил. И я их очень подробно снимал. У меня есть видео. Анапа, зимняя сказка. Я снимал детский парк. Так что, если вот кто хочет посмотреть на зимнюю Анапу, то пожалуйста. 7 человек на моем канале. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Александр. Я знаю, что вы впервые зашли на мой канал. И я должен сказать, о чем мой канал. Мой канал об Анапе, о моей жизни в Анапе. Какие-то размышления об Анапе. В последнее время я вижу недостатки в Анапе и в жизни здесь. Но в целом я не жалею, что сюда переехал, поэтому вас уже звать бесполезно, потому что сейчас цены очень возросли. Вот говорят, в нашем доме, где я покупал квартиру за 2 миллиона 600 тысяч, сейчас однюшка стоит 7 тысяч. Я, конечно, не знаю, кто за такие цены может что-то покупать, но я считаю, что рынок, он сам выравнивает цены, да. Ну, я, конечно, не верю. Наша квартира с ремонтом, то есть вот за 2 600 мы купили, и еще сумму потратили на ремонт, это порядка 600 тысяч, то есть вот 3 200 мы вложили в эту квартиру, в новую, двухкомнатная, 63 квадратных метра площадь. Вот. Но вот цены как-то так вот поднялись, они поднялись в прошлом году. У меня брат здесь в Анапе успел купить квартиру 54 квадратных метра.
Ну, тоже недалеко от меня, хороший район, удобная квартира, 7-этажный дом с лифтом, то есть нет такого массы такой людей, автомобилей, как-то очень такой хороший, тихий двор, цветочки там насажены. Вот, он за 3 миллиона купил, за 3 миллиона, вот. И, но это уже цены немножко так повышались, но это уже как бы сейчас и таких цен уже нету. Сейчас все пошло вверх. Вот. Ну, как видите, люди гуляют с собаками. Вот семья какая-то, у них собака, и они с ней развлекаются. Да, Анастасия, выросла очень сильно, конечно, цены сильно выросли. Я говорю же, рассказывал, что в свое время я своим друзьям, знакомым советовал, говорю, продавайте свои квартиры, переезжайте в Анапу. И ладно бы я там это все как бы так, фантастика какая-то была в моих словах. Нет, это все реально, я сам также. Мы сначала одну квартиру продали в Чите, потом вторую квартиру продали в Чите. Переехали сюда, у нас одна квартира оставалась, мы ее сдавали год. Вот. Ну, там фирма одна объявление выставляла, и потом нашли покупателя, я поехал, цены я сильно не задирал, у нас тоже была двухкомнатная квартира, и я ее продал за 2 миллиона, по-моему, 200, да, 200 я продал ее. И все, мы сюда переезжали, ничего с собой не перевозили, у нас вот, значит, были только какие-то чемоданы с собой, вот то, что мы смогли взять. Остальное мы отправили автоконтейнером, ну, таким небольшим, вы знаете, вот тогда этим занималась Автотрейдинг, потом, говорят, Автотрейдинг куда-то пропала компания, но другие остались. И у нас всего было, так, сейчас скажу, у нас было, сколько же, 4,5 куба. 4,5 куба, вот, контейнер. Вот, такие ящики деревянные, Еврокуб называется. И все, и за эту перевозку мы заплатили 25 тысяч рублей. Прямо от подъезда до подъезда они такие услуги предлагали. То есть я все вещи запаковал в коробки, потом сложили в эти еврокубы. Уже там на базе вот этого автотрейдинга. И все, и мы сюда приехали, и где-то через месяц в Анапу доставили эту нашу посылку, и здесь я только нанял грузчиков, и они все занесли, привезли, вот эта компания же привезла на своей машине все к подъезду, а уже сторонние грузчики занесли все домой, груз. У нас в основном книги были, книги все с собой забрал. Ну, не все, конечно, но много книг забрал, и даже сочинение Ленина, ну, потому что нужно было мне это. На теорию революции надо знать, друзья. Вот. Я не знаю, сейчас коммунисты какие-то пошли, они никак не изучают труды своего, значит, основоположника, да, и своего кумира, кому памятники. Они вообще сейчас, коммунисты наши, очень сильно деградировали. Вот. Только в последнее время они что-то там выступать стали. Но я имею в виду как оппозиционеры. А вот как революционеры, они никуда не годны. Они уже все. Им можно имя Ленина забыть. А вы как считаете? Сейчас я либеральных взглядов. Я очень переживаю за Алексея Навального, который находится сейчас в тюрьме. Я писал ему письмо, когда он объявил голодовку, я ему написал письмо поддержки. Об этом тоже есть видео на моем канале.
Да, были такие мысли года 2 назад. Мы хотели переехать в Геленджик, но остановили разные причины. Но сейчас не желаю, но все-таки остались в Подмосковье. Ну что ж, в Подмосковье тоже, я думаю, жить хорошо. У меня сослуживица и моя подруга там живет, в Сергиевом Посаде. Вот, работала она в Реутово, ездила на электричке на работу, по-моему, сколько там, 2 часа, что ли, добираться, я точно не знаю, но она вот провела в электричке очень много времени. Ну, так многие, в общем-то, живут. Вот. Сейчас она тоже в отставке, она тоже служила в системе ФСИН, поэтесса. Вот. Она мне посоветовала, нет, не она посоветовала, а я как-то читал. Ну, я тоже люблю стихи и наблюдаю за поэтической жизнью. Так вот, я в Фейсбуке сидел, и один забайкальский поэт Виктор Балдаржиев размышлял о современной поэзии. И он среди поэтов назвал имя Александра Кабанова. И я думаю, странно, какой Кабанов? Что за Кабанов? Причем он назвал его как российского поэта, такого современного и очень популярного. Ну, я нашел информацию о Кабанове. Оказалось, что он живет на Украине, в Киеве, но пишет на русском языке. У него есть стихи на украинском, но очень мало. Причем его там не притесняют, что он пишет на русском языке и что пишет о России. Ну, вернее, не то, что о России, ну и в том числе о России тоже, наверное, пишет. Вот. Но у него вообще стихи такие несколько непонятные для восприятия моего, по крайней мере. Я такой человек прямолинейный, не люблю эти всякие там философские выкладки, всякие какие-то непонятные образы. Вот. Но, тем не менее, я Таню спрашиваю, которая в Подмосковье-то живет, поэтесса. Я говорю, Таня, говорю, вот ты слышала про такого Кабанова? И она говорит, да, слышала. Ну, я так сразу сник, потому что как так? Все слышали про Кабанова, а я ничего не слышал. Я отстал от жизни. Я говорю, Таня, а как ты вот его нашла? Может, кто-то тебе посоветовал или как? Она говорит, просто попалась в интернете, какие-то стихи его, заинтересовалась, подписалась на его страничку и потом вот наблюдала, читала. Вот. Ну и я стал этого Кабанова тоже читать. Сложно, конечно, было очень, потому что ну, мозги мои все-таки не так устроены, как у этого поэта. Но, тем не менее, думаю, ну почему-то Виктор Балдаржиев, забайкальский поэт, бурят по национальности, но тоже пишущий на русском языке, думаю, он же его выделил среди других. А Виктор Балдаржиев у нас очень такой солидный поэт в Забайкалье. Он, кстати, был одно время даже председателем писательской организации. Вот. Ну а сейчас он несколько так в оппозицию ушел, ему все разонравилось, все эти союзы и прочее. И он живет где-то в какой-то деревушке маленькой, пишет живой журнал, тоже размышления о жизни, поэтические произведения, рассказы пишет. Ну, в общем, такой вот именно писательской деятельностью занимается. Интересный человек. Думаю, он же почему-то выделил его. Ну вот давай тоже читать, вникать. Вот. А потом я нашел, знаете, человека, который читает его стихи. И имя этого человека, я сейчас фамилию, вот опять же, вернее, имя его не помню, а фамилия, да, вспомнил, Дмитрий Коваленин. И он читает эти стихи. Он сам тоже переводчик, причем переводчик с японского языка, увлекается японской философией. Ну и вообще интересный человек. И, можно сказать, литературовед. И он замечательно читает стихи Кабанова. И одно стихотворение я даже
ну, конечно, целиком я его не выучил, но первые 4 строчки я выучил. И я даже вам сейчас их прочитаю. Стихотворение называется «Русский индеец». Я их прочитаю с интонацией, которую дает нам как раз Коваленин. Итак, начинаем. Долго умирал Чингачгук, хороший индеец. Волосы его, как черный измолотый перец. Кожа его, как шафран Кашмира. Пенис его, табак. Потухшая трубка мира. Ну вот, друзья. Будут аплодисменты? Ну, почитайте, у него очень много стихов, есть сайт, он так и называется, Александр Кабанов, стихи. Пишет он и сейчас, он в Фейсбуке вот недавно опубликовал новое свое стихотворение. Ну, по крайней мере, надо присмотреться к этому поэту. И я для Тани тоже хотел написать стихотворение. И как-то тоже ушел в сторону вот таких образов и такой философии. Но потом бросил. Ну, нафиг, нет, это не для меня. Мозги на бекрень все. И я этот вариант бросил. А вообще, почему я для Тани стихи писал? Ну, мы с ней дружили, мы вместе работали с ней много лет. Вот как раз в редакции газеты «Резонанс». И я с ней познакомился. Она тогда еще была девчонкой. Ей, по-моему, тогда было вообще 16 лет. Она сестра моего друга, родная сестра моего друга Андрея Сокольникова, который, к сожалению, умер несколько лет назад. Молодым умер, но болезнь его не пощадила. И вот он меня познакомил со своей сестрицей талантливой. Ну, я не знаю для чего. Ну, я потому что был тогда холост, я писал стихи, и он посчитал, что это знакомство ни мне, ни его сестре не повредит. И вот мы с ней как-то встретились. Это была осень, это было 22 сентября 1900, по-моему, 91 или 90 года. Я сейчас точно не помню. У меня в дневнике, где-то в моем личном дневнике записана дата встречи. Ну и мы с ней встретились, шел дождь, и мы с ней долго бродили по городу, под зонтами, под этим дождем, заходили в музей художественный, там как выставка шла, картины, я сейчас не помню, чьи там картины выставлялись, или картины, или репродукции, может даже Рерих, я сейчас не помню, Николай Рерих. В общем, мы походили по музею, пообщались, она много рассказывала о себе, я рассказывал о себе, я ей приводил, в общем, ей читал какие-то лекции о любви, о счастье. Вот. Причем я тогда увлекался таким психологом Франклом, Виктором Франклом. И мне очень понравилась его теория счастья, его теория смысла жизни. И я считал, что вот все, что я до этого знал, какие-то теории, они все органично ложились на теорию Франкла. И мне казалось, что я такую истину постиг, что я готов ей был делиться вообще со всем миром. И я делился, я написал рассказ, который так и назывался «Формула счастья». И как раз в этом рассказе я описал нашу встречу вот с Таней. Я давно этот рассказ не перечитывал, он у меня вышел, там книжкой мы с другом с моим, с одним, тоже выпустили книжку совместную, и там было 4 моих рассказа и несколько рассказов моего друга, который, к сожалению, тоже умер, Виктор Новолоцкий.
И еще я писал стихи. И писал стихи, несколько стихов именно об этом дне, о нашей встрече с Таней. Ну, как-то это такая, я потом даже посчитал, что это такая традиция писать стихи о нашей встрече и дарить эти стихи Тане. Вот. Одно стихотворение, ну, я сейчас, может, вспомню, не вспомню, потому что я свои стихи плохо очень помню, но оно звучит вот примерно так. Ну, попробую. В принципе, прямая трансляция, она не обязывает меня здесь, чтобы все от зубов отлетало. Если даже где-то запнусь, ну и что? Так вот, ах, Таня, Таня, снова осень роняет желтые листы. Все так же романтично ты, а я по-прежнему не сносен. Мне кажется, что все не так. Живу не в той стране, не стою, что в жизни ничего не стою. Но разве можно жить вот так? И все же наступает миг, в моей душе цветут гвоздики, и я кажусь себе великим. Ах, Таня, Таня, я двулик. Ну вот, вроде бы получилось прочитать это стихотворение. Спасибо вам, друзья. Так, ну, не забывайте, что это общение. Не жалею, что остались, поняли, что это не наш вариант. Это пишет Анастасия о переезде в Геленджик. Ну, Анастасия, понятно, я абсолютно вас понимаю. Так вот, жить в Подмосковье – это тоже здорово. Я-то почему говорю, начал как раз про Таню. И спасибо вам, Анастасия, что вы меня вот эту мою мысль направляете. Ведь жить рядом с Москвой – это же так здорово. Можно на какие-то выставки ездить, какие-то концерты, театры. Это здорово, друзья мои. Поэтому мы здесь живем в провинции, мы ничего не знаем. К нам, конечно, приезжают какие-то там на гастроли артисты. Но это все порою, знаете, это все халтура, фуфло, как говорится. Потому что они понимают, что приезжают в провинцию, и здесь можно, знаете, провинциальным зрителям и как бы не так выкладываться, как перед требовательным, искушенным зрителем столичным. Вот. А здесь, знаете, сойдет и так. Ну, вот, допустим, к нам приезжал балет «Лебединое озеро», и мы ходили с Наташей на это «Лебединое озеро». Но где балет-то проходил? Балет проходил в нашем Доме культуры, городском Доме культуры. Но он так раньше назывался в советское время. Сейчас его громко переименовали драматический театр города-курорта Анапа. Но по сути он остался Домом культуры. И его наши старожилы так и зовут. ГДК. Вот. И я уж тоже сейчас привык к этому. Когда какое-то мероприятие там бывает, ну, допустим, казачье. Где состоится-то? Где будет проходить? Да в ГДК приходи. Ну и иду в ГДК, в этот Дом культуры. Так вот, приехал балет «Лебединое озеро» в ГДК. Сцена маленькая. Они там, эти все лебеди, не умещаются на этой сцене. Вот. И понятно, что и труппа приехала в урезанном в составе, понимаете? И где там должно танцевать там 100 человек, танцуют, ну, 25 от силы. И то они, эти 25, не умещаются на эту сцену. Ну, вот так вот. Но тем не менее, люди аплодируют, люди кричат «Браво!». И я тоже кричал, потому что я в Москве, допустим, не был на балете. Ну, а здесь и так сойдет. Друзья мои, пишите мне, пожалуйста, вопросы, и, может быть, наша беседа сейчас как-то сложится иначе. Вот каждый вопрос, он как поворот. Вот задали вопрос, и раз, и какой-то резкий вираж
в другую сторону, и я о чем-то в другом вспоминаю, и что-то другое рассказываю, и вам интереснее слушать. Ну, сделайте этот поворот, друзья, сделайте, но не сидите, пожалуйста, просто так. Давайте, и лайки, кто сейчас лайки не поставил, давайте поставьте лайки. Для вас это секунда времени, а для меня это очень приятно, друзья мои. Пожалуйста, прошу вас поставить лайки. 45 минут и 25 секунд продолжается наша встреча. Мы через 15 минут будем заканчивать, поэтому все еще у нас может самое интересное и впереди, поэтому, пожалуйста, давайте не скупитесь на лайки и на вопросы. Вот 45 минут уже идет трансляция. Зрители у меня сегодня... Зрители меня не балуют вопросами, поэтому я болтаю о том, о чем мне хочется болтать. А сейчас я подхожу к морю. Еще остается 15 минут до конца трансляции. И сейчас посмотрим, что здесь у нас на море делается. Сейчас идет трансляция.
Так, а это мужчина, что он там? Шашлыки, что ли, хочет готовить? Да, здорово сегодня, конечно. Когда долго на море не бываешь, всегда потом эту встречу воспринимаешь очень так остро, радостно. И вот чем хороша жизнь на море, что эту встречу можно устроить в любой момент, когда бы ты этого не захотел. Можно месяц не бывать на море, соскучиться, а потом броситься к нему в объятия. Ну вот я сейчас приближаюсь к моему месту. Да, хорошо дышится. Мой байк. Вот так вот мое место здесь смотрится. Небо голубое. А я тут лежу на берегу. И трансляция идет.
Ну, вот и все, друзья мои. И солнце спряталось, и прохладней стало. Пора заканчивать мою трансляцию. Кто был со мной сегодня в этом прекрасном месте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.